Всем привет, с вами X-Prime. Сегодня мы поговорим про игру Battle of Titans, мобильный меха-шутер, запущенный в 2017 году русской командой разработчиков Red Button. Поговорим о перспективах проекта на мобильном рынке, какие были планы у разработчиков, чего ждут игроки, что стоит в основе за созданием игры и самое главное, почему игра не выстрелила. Об этом всем вы узнаете через несколько минут. Обязательно досмотрите это видео до конца, ведь оно затрагивает не только один проект, а весь геймдев в целом. Приятного просмотра! Активно врываться в мобильную среду жанр меха-шутер начал в 2014 году. Свой первый след оставил проект Walking War Robots, а после ребрендинга War Robots, который впоследствии был поглощен IT-гигантом Mail.ru. За ним последовали еще несколько менее известных проектов, таких как Меч Арена и Robot Warface. В два последних проекта я не играл, а вот в первом оставил значительное количество времени. Вплоть до конца 2016 года я был свидетелем, как интересная меха-вселенная постепенно поглощается алчными идеями для монетизации, просто выворачивающими кошелек игрока наизнанку. Типа покрутить однорукого и получить пазл для создания робота, несколько видов валют, сундуки с разной вероятностью выпадения приза, покупка шанса на выигрыш. Все это больше походило на меха-сражение с элементами русского лото, от которого меня начинало тошнить. Как говорят игроки, я вовремя успел соскочить с иглы доната. Молча попрощавшись, скорбя о тех брутальных временах без наноремонта, магического круга лечения, квантовых телепортов и прочих манящих свистоперделок, придуманных прогрессивными маркетологами под лозунги «Хочешь лучше, плати больше». Аминь. И вот еще не остывшего, но уже голодного, на просторах сети меня подхватывает ведущий разработчик новой игры, давая мне надежду на дальнейшее развитие. Кто бы мог подумать, что бывший геймдизайнер проекта Walking War Robots Николай Карпов тоже покинул проект спустя год после его релиза. Имеющий 10-летний опыт разработки игр, Николай создавал такие проекты как Indestructible. И, конечно же, идеи производства, геймдизайн, система монетизации и математика были заложены в Walking War Robots. Оказывается, и внутри команды разработчиков Pixonic тоже не все сходятся в едином монолитном движении к будущему, и даже отцы-основатели покидают разработку. Так и случилось с Николаем. Он, правда, скромно подметил, что маленькая семья разрослась, не все сошлись во взглядах. Имея за плечами огромный опыт разработки прошлого проекта, Николай и еще ряд его товарищей создали новую команду разработчиков Red Button. В конце 2015 года начинается разработка игры, и к началу 2017 года готова альфа-версия для iOS-платформы. Как и в русскоязычном сегменте, свою работу по привлечению тестовой аудитории начали иностранные игроки, а уже в феврале разработчики пригласили игроков на встречу, где сами дали интервью, рассказали об основных направлениях дальнейшего развития проекта, рассказали о предстоящем ICO и провели небольшое соревнование. Тем самым разработчики потратили ни копейки на привлечение игроков и рекламу проекта. Весь пиар игры сделали первые альфа-тестеры через знакомых игроков из прошлого проекта. Как и другие альфа-тестеры, я занимался созданием игрового сообщества ВКонтакте и подпитывал интерес игроков VR к новому проекту. Другими словами, делал рекламу будущего продукта и переманивал игроков из одной игры в другую. Отмечу, что все это делалось на взаимовыгодных и обговоренных заранее условиях сотрудничества, которые в скором времени были нарушены разработчиками. В мае 2017 года начались первые бета-тесты iOS-версии игры, и пока игроки тестировали игру, разработчики готовились к ICO. Что это такое, я тогда еще сам особого представления не имел. Если кратко, эта программа направлена на привлечение денежных средств от инвесторов в добровольной форме на дальнейшее развитие. Для этого был создан специальный сайт Battle of Titans ICO, где все перспективные инвесторы могли за криптовалюту, такую как эфир и биткоин, приобрести валюту Battle of Titans Token.
Эти токены разработчики планировали выставить на биржу и использовать как валюту для торговых операций на их будущей инвестиционной платформе, которую я назвал «Мыльный пузырь». Далее узнаете почему. За участие в программе ICO разработчики обещали до 60% бонусов от торговых операций на мыльном пузыре. Перед основным ICO разработчики сначала запустили предварительное тестовое, так называемое pre-ICO. Цель сборов оценивалась ни много ни мало в $300 тысяч. Тем не менее, нашлись люди, готовые помочь отечественному геймдеву, и все неравнодушные к проекту, в том числе и я, собрали заветную сумму. И вот с этого момента что-то пошло не так. Что же могло пойти не так, когда все до этого момента шло по плану? Что мы имеем? Проинвестированных разработчиков игры, имеем хардкорную игру с красивой графикой, реалистичной физикой поведения титанов, готовой к запуску. Имеем преданное игровое сообщество как у нас в стране, так и за рубежом. Имеем амбициозные планы на будущее развитие игры и благие намерения помочь всем начинающим разработчикам инди-проектов. Что могло пойти не так? Этот вопрос мучил меня на протяжении всего моего времени вовлечения в проект, и я до конца не хотел понимать тот факт, который будет неприятным услышать многим игрокам, которые только начинают играть в эту игру и строят надежды на лучшее. Прежде чем я озвучу свои мысли и свои умозаключения, я сразу хочу сказать, что я не преследую цели кого-либо в чем-либо убеждать и навязывать свою точку зрения. Вся информация получена мной из интернета, и она не является конфиденциальной. Я не преследую цели унизить разработчиков или их активных игроков-модераторов. Вы вправе посчитать мое мнение ошибочным. Я лишь строю свои логические мысли, исходя из опыта, полученного в процессе от игры и наблюдением за проектом. Мало кто знает, что команда Red Buttons входит в состав компании Crypto Games Capital. Что это за компания и зачем она нужна? Crypto Games Capital – это по сути еще одна команда, которая трудится над разработкой инвестиционной криптоиздательской платформы. Тот самый мыльный пузырь, с помощью которого можно помочь привлечь интересным и перспективным играм криптоинвестиции на взаимовыгодных условиях. Итак, для тех, кто еще не понял, компания Crypto Games Capital, в которую входят разработчики Red Button, хотят за счет привлечения инвесторов разработать собственную платформу наподобие Steam, для того, чтобы молодые начинающие команды разработчиков могли протолкнуть свой проект на рынок игровой индустрии. А чтобы инвесторы были уверены в том, что вся затея это не мыльный пузырь, они приводят свой основной продукт Battle of Titans как хардкорную игру без автонаведения со сложной компьютерной физикой движения, которая с большой вероятностью выстрелит и привлечет игроков для будущего киберспорта. За успешным выстрелом был лишь холостой хлопок. Что стало отправной точкой моих сомнений? Самым первым очевидным тревожным для меня сигналом стала приостановка работы сайта Battle of Titans ICO спустя некоторое время после успешного сбора средств при ICO. Действительно, введя адрес сайта в любом поисковике, вы его нигде не найдете. А ведь на этом сайте была представлена основная концепция развития будущего проекта мыльного пузыря. Представлен план развития и финансовые отчеты. Представлены сами амбициозные планы, в которых написано, что игра обязательно выстрелит. Все забуксовало на этой отметке «Старт ICO компании». Никто из разработчиков до сих пор не может официально ответить, почему не началась эта кампания. Когда я сам лично задавал этот вопрос в официальных источниках, мне отвечали что-то вроде «Все хорошо, криптокоманда работает», или же «У нас пока нет информации, ждем ответа от криптокоманды». И так по сей день в течение 4 лет. Неформальные кадровые перестановки наблюдаются не только среди игроков, но и в самой команде разработчиков. Постепенно состав команды разработчиков стал уменьшаться. Сначала поменялся менеджер игры, а потом со мной на связь перестал выходить Николай.
Позже выяснилось, что сам Николай покинул проект сразу же после завершения ICO. Постепенно из состава разработчиков в списках игры стали пропадать имена тех, кто был причастен к проекту. В действительности у меня складывалось впечатление, что проект захватили и им управляет сейчас кто-то другой, кто не хочет оставить следы своей деятельности. Менялись планы разработки, разработчики стали отставать от запланированных сроков релиза обновлений. Некоторые пункты уже на протяжении нескольких лет оказались нереализованными, от чего-то просто отказались. В текстовом интервью Сергея Павлова мы узнаем, что разработчики ищут инвестора, тем самым давая понять, что проект неуверенно держится на ногах. Через веб-сайт web.archive.org я решил поднять старую версию сайта Battle of Titans ICO и внимательно изучить его. На главной странице мы видим давно завершенный таймер обратного отсчета и сумму собранных денежных средств $300 тысяч с более 600 инвесторов. Пролистаем ниже и видим небольшую статью от разработчиков. Тут немного сказано об инновациях, амбициозных планах на будущее. Полный текст перевода можете посмотреть в описании под видео. Ссылку на снятый с публикации сайт Battle of Titans ICO я тоже оставил в описании под видео. Я подчеркну только главное. В 2016 году проект получил первую инвестицию в размере $1 миллиона. Другими словами, деньги на развитие игры уже были потрачены. На момент октября 2017 года проект на 95% готов к запуску на iOS платформе. Старт игры намечен после проведения ICO и выставления CryptoGames токенов на криптобирже. Разработчики хотят привязать игру к криптовалюте, которая генерирует потребность в ней, и уже вокруг игры создать инфраструктуру для подключения сторонних разработчиков к инвестиционной платформе. Я понимаю, что для обычного пользователя интернета, в том числе и для меня, многие термины сложные. Большинство увидевших это видео обычные игроки, поэтому буду использовать различные выдержки из мнения тех, кто в этом разбирается. На канале CryptoDrug я нашел видео 3-летней давности, оно называется ICO Battle of Titans, не рекомендую участвовать, в котором автор излагает свои мысли, почему не стоит инвестировать в данный проект. Ссылку на видео я оставлю в описании. Интересный факт, данное видео не могли пройти стороной сами разработчики Battle of Titans и оставили свой комментарий-ответ, из которого мы узнаем несколько важных моментов. Battle of Titans не плагиат, а фактически вторая часть суперпопулярной игры. Речь идет про War Robots. Для создания и продвижения War Robots привлекались частные инвесторы, которые при первых успехах моментально продали игру вместе с командой одной крупной компании. Тут скорее всего речь про Mail.ru. Естественно, что самим разработчикам вариант работать на дядю не понравился. В результате продажи разработчики остались ни с чем, а в игре ввели драконовую систему монетизации. ICO проходит не для запуска игры Battle of Titans, а для раскрутки инвестиционной платформы собственной разработки CryptoGames Capital, на которой и будет проходить тестирование блокчейн-технологии. Сама игра Battle of Titans готова к запуску. Цель благая, даже тесты удачные прошли, но почему дальше все забуксовало? Оказывается, команда разработчиков Red Button находится в России, но сама компания CryptoGames Capital находится за рубежом. Законодательство Российской Федерации по играм и криптовалютам практически не дает возможности запустить хоть что-то в Российской Федерации. Токены или Battle of Titans Tokens – кроссплатформенная валюта, придуманная командой CryptoGames Capital. По их задумке, именно этой валютой игроки и инвесторы будут совершать внутриигровые покупки, в том числе уникальные, доступные только за токены. Как мы поняли ранее, эти токены еще только предстояло запустить на биржу. По факту это еще не рабочая валюта для платформы, которой еще нет, мыльный пузырь. Не стоит также упускать, что CryptoDrug, я цитирую, нигде не нашел информации про фирму, которая стоит за ICO и игрой, где и когда она зарегистрирована, ее реквизиты.
Нет информации про другие игры на будущей платформе. А если игры будут, не факт, что они будут популярны, то есть не будут прибыльными. В самой игре нет ничего нового, революционного, чтобы могло привлечь в нее новых геймеров. Геймерам токены на блокчейне не нужны, они не пойдут на биржу их покупать, туда нужно регистрироваться и как-то завести деньги, для этого нужно присылать скан паспорта, ждать его верификации. Им нужна быстрая оплата банковской картой, прямо в игре, по фиксированному курсу, а если токены не будут дорожать, то инвесторам, как я, они не будут интересны. О какой хардкорной игре и киберспортивной составляющей можно говорить в игре для планшетов и телефонов? Для этого нужен только мощный компьютер с мышкой и клавиатурой. Делать еще один Steam – это изобретать велосипед. В январе 2017 года у меня состоялся разговор с Николаем. Тогда еще не знал о будущих планах Коли покинуть проект. В разговоре мне он сообщил, что команда испытывает некие трудности с выводом их токенов на биржу, и больше подробностей мне не предоставил. Насколько это повлияло на дальнейшее развитие проекта, вы можете увидеть сами. Также на сайте Battle of Titans ICO есть документ, называемый «Белая бумага», ссылку на который я тоже оставлю в описании. В этом документе написано все на понятном русском языке, и есть дорожная карта. Резюмируя все вышеперечисленное, я могу лишь предположить такой вариант. Компания Crypto Games Capital проводила некий финансовый эксперимент, целью которого было создание универсальной платежной криптоплатформы для мобильных устройств. Необходима была мобильная игра или приложение с привязкой к будущей инвестиционной платформе. Основными нуждающимися в инвестировании для разработки как раз оказались Red Button. Вспоминаем про выделенный $1 миллион. Возможно, преследовались цели помочь начинающим разработчикам игр на взаимовыгодных условиях продвигать интересные игры на их платформе, а вся полученная прибыль распределялась бы между разработчиками и инвесторами. Для этого внутриигровую монетизацию ведущего и по сути единственного проекта Battle of Titans должны были привязать к мыльному пузырю, а игроки совершать и оплачивать внутриигровые покупки криптовалютой Battle of Titans токен. Если бы идея заработала, то и сама криптовалюта, токены, имели бы свою ценность и возможно рост на бирже. Но так как компания Crypto Games Capital не была уверена, что затея выстрелит, было предложено запустить предварительную тестовую кампанию при ICO. После успешного сбора средств компании Crypto Games Capital, со слов Николая, не удалось вывести их криптовалюту на биржу, и как очевидно, Crypto Games Capital больше не нуждались в команде Red Button, вследствие чего финансирование игры прекратилось. Все полученные средства в ходе pre-ICO ушли Crypto Games Capital, а Red Button, скорее всего, не предвидели такой исход. Оставшись в тени уже успешного проекта War Robots, без денежной подпитки повлекло за собой целый ряд изменений в дорожной карте и планах. В середине 2018 года игра вышла на платформу Android. При этом разработчики не смогли достигнуть в 2018 году отметки в $3 миллиона прибыли. Более того, разработчики перестали давать какую-либо информацию о своих финансовых отчетах. Проект начал испытывать трудности с оптимизацией на платформе Android, и поэтому все ресурсы были брошены на правку багов и оптимизации. Неудачный старт на платформе Android и затяжное устранение ошибок вплоть до конца 2019 года вызвали острый дефицит нового контента на обеих версиях платформ, вследствие чего игра потеряла значительный интерес у игроков в пик ее возможной популярности. Из-за недостаточного дохода от монетизации началось сокращение штата разработчиков до минимума, необходимого для поддержания проекта. Сейчас, насколько я знаю, проект до сих пор не нашел инвестора. Сил двух разработчиков в команде недостаточно, чтобы раскрутить его до достаточно высоких оборотов, способных приносить доход на развитие игры. Не оценив все возможные риски, сделав ставку на криптовалюту как источник дохода и подпитки проекта, в конечном итоге команда Red Buttons оказалась неспособной конкурировать на фоне другого гиганта War Robots. Конечно, у вас могут быть свои мысли на этот счет. Я не исключаю сам факт мошенничества, основываясь на замечаниях криптодруга.
Вполне возможно, деньги инвесторов просто были украдены, либо с участием Red Button, либо без такового. Отечественный геймдев всегда вызывал у меня сомнения в успехе, а если отечественному проекту и удавалось становиться успешным, то только в плане выворачивания купюр и агрессивной системы монетизации. Жестокая реальность, продиктованная желанием получить прибыль. Пишите в комментариях, что вы думаете на этот счет, и не забывайте про лайк и подписку на мой канал.